Всем привет, мы Zeta Group. Сегодня хотим поделиться с вами очередным заказом, который поступил к нам на производство, а точнее два заказа. В этом случае у нас два ротора режущего узла в кукурузной жатке Герингов. Это у нас большой ротор, а это маленький ротор, и они работают в паре. Ротора представляют из себя вал с лопастями и заходной спиралью у изголовья агрегата. В сборочной единице между лопастями в канавках будут вращаться режущие ножи, которые будут измельчать попадающую в жатку кукурузу. Также можно заметить, что вылет лопастей ступенчатый, поскольку по мере движения кукурузы между роторами и ножами она измельчается до более мелкой фракции. После того, как к нам пришли образцы, мы принялись за моделировку и проектирование чертежей для этого заказа. Для того, чтобы изготовить такое сложное изделие, мы разбили его на 4 детали в случае с маленьким ротором и на 6 деталей в случае с большим ротором, для того, чтобы впоследствии их сварить. Давайте же рассмотрим, из чего состоит наш маленький ротор. Наш маленький ротор состоит из вала, на котором крепится 4 лопасти, 2 спирали и шлицевая втулка. Большой же ротор состоит из головы, трубы, 6 лопастей по кругу, 2 сегментов спиралей, одна из которых с креплением под нож. Ну и, конечно же, как и в маленьком роторе, шлицевой втулки. Ну а теперь ставьте на паузу, бегите на кухню, берите чаек и вкусные пундык-мындрики и возвращайтесь обратно, ведь сейчас мы вам покажем, как мы производили это чудо инженерной мысли. Производство маленького ротора началось с токарной и фрезерной обработки вала. После этого мы изготовили и закалили шлицевую втулку. Затем начали приваривать ее к валу вместе с лопастями. Параллельно мы заказали раскрой и гибку спиралей на дружественном машиностроительном предприятии, после чего также приварили к валу. И тут наше изделие стало напоминать уже готовый ротор. Но такого рода изделия в процессе эксплуатации подвергается воздействию абразива, поэтому нам нужно было достичь максимальной абразивостойкости на краях лопастей и спиралей. Но данный процесс является интеллектуальной собственностью нашего предприятия, поэтому мы его сохраним в тайне. Большой ротор, в свою очередь, изготавливался полым, из трубы для облегчения изделия. К трубе приваривалась голова и втулка ротора.
Радиально к нему также приваривали лопасти, которых на 2 больше, чем у малого ротора. 3 спирали, каждая из которых состоит из 2 сегментов. Изначально планировалось выкроить и погнуть у дружественных предприятий, специализирующихся на этом. Если с нижней частью спирали у наших коллег проблем не возникло, то для верхней потребовался бы штамп, разработка и изготовления которого влетела бы нам в копеечку. Поэтому из экономических соображений мы решили воспользоваться собственной смекалкой и нашим гидравлическим прессом Nargesa BM25. Видео о нем, я надеюсь, вы уже посмотрели на нашем канале. С какой же мы проблемой столкнулись в процессе изготовления нашего большого ротора? Здесь в 2 спиралях, на верхней спирали у нас была нестандартная гибка. И нам пришлось извратиться так, чтобы делать это самостоятельно. И для этого мы сделали матрицу Пуансона, для того, чтобы сделать это самостоятельно на нашем прессе. Вот такая у нас приспособа Пуансон матрица для того, чтобы полностью довести спираль на нашем большом роторе. И сейчас я продемонстрирую, как она работает. Вот на таком штампе методом банального прессования деталей между матрицей Пуансона мы превращаем обычный раскрой в готовый сегмент спирали, которая впоследствии будет работать на нашем роторе. О! И вот что у нас получилось. Уже согнутая спираль, полностью готовая сварки. После механической обработки, калибровки респы, сварки наши ротора отправляются на покраску, а потом уже и к нашим клиентам. Вот такое интересное видео нам удалось записать для вас в этот раз, и надеемся, этот ролик вам очень понравился, поскольку в будущем мы планируем повысить качество нашего контента для вас, но тем самым сделать выход роликов реже. Хотим узнать, что вы думаете по этому поводу. Напишите об этом в комментариях, и мы будем это читать. Шановні підписники, з цього моменту ми переводимо наш YouTube канал на українську мову та дуже чекаємо на ваші відгуки на цю тему. Ваші ZT Group.